Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юлия. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Друзья, перед вами водоем, который называется Повстань. Это карповник. Здесь есть написано карп, амур, линь, карась, щука. И я приехала сюда рыбачить с ночевкой. На въезде КПП. Там есть понтончики и есть красивая поляна, но эта поляна находится прямо напротив владельцев. То есть вы будете сидеть и постоянно лицезреть на них. Поэтому я приняла решение отправиться в угол водоема. В углу водоема сидели практически все рыбаки. Они находятся сейчас вот за вот этой вот камышовой и другой растительностью. Ну, а я же приняла решение сесть вот здесь вот прямо в самом углу. Торфяные такие какие-то места. Видите, все подтоплено. Получается, что дальше дорога есть, но проехать куда? Туда не получится. Лучше, конечно, сюда без сапогов не ссылаться. Вот в такой обуви. Сейчас наденем все сапоги. И нужно будет оборудовать поляну. Для себя нужно будет собрать вот этот вот весь мусор, который находится на берегу. Стоимость рыбалки на сутки на данном платнике составляет 45 белорусских рублей. Норма включает 7 килограмм рыбы. За щуку, если вы ее поймаете, придется платить отдельно, там по норме, которая указана у владельцев на КПП. Также мы спросили про дрова. Хапочка небольшая дров стоит 5 рублей, если не ошибаюсь. Блин, ну это дорого за дрова, честно, ребят. На прошлой рыбалке улетела куча лески, поэтому на этой рыбалке я приняла решение ее поменять. И купила для карповых удилищ вот такую вот леску Carp Pro в диаметре 0,26. Она флуоресцентная, конечно, не такая яркая, как у меня была, но в размотке зато хорошая. 1000 метров. 1000 метров мне хватит на 3 удилища. Говорят, что леску нужно менять каждый год. Я этого не делала. У меня уже довольно-таки долго прослужила она. Еще с самого момента покупки. Я покупала ее, наверное, года 3 назад. Вот. Поэтому сейчас я ее просто-напросто вместе с шок-лидером уберу. Почему я приняла решение ее менять? Потому что, если вы смотрите мои видео, то у меня на прошлой рыбалке улетело целых 3 спомба. 3 спомба. Мне кажется, я испортила рыбалку и себе, и людям. И, короче, я приняла решение, что нужно начинать с того, чтобы каждый сезон менять и еще раз менять леску. Потому что это очень важно, особенно при ловле крупной рыбы. На катушке у меня намотан бэкинг. Я смотала леску до него. И теперь беру новенькую лесочку. Рыбка гуляет, рыбка выходит прямо возле береговой линии, как и стоило этого ожидать. У нас что тут бегает? У нас точно ночью были заморозки, поэтому я думаю, что карп сейчас будет выходить греться. Ищем нашу леску. В воду леску, естественно, бросать не надо. Все, пошла. И следующее, что я делаю, это к каждому удилищу цепляю шок-лидер. Оп, вот такая красота.
Ну, ребят, я надеваю так. Я не знаю, как по-другому надеть пока. Ну, вот надеваю вот так. Купила новую катушку, которая называется D-Carp 6500 SD Spot Reel. Короче, походу она специально для спода. Недорогая относительно стоимости вообще катушек такого размера с такими шпулями. Я надеюсь, что все будет неплохо. Зараз поглядим. Достигает 2 метров с моей стороны, и идет все это дело на отмель. Я думаю, что это прекрасное место для того, чтобы карп выходил кормиться, выходил погреться, когда холодно, тем более, что у нас заморозки. Сейчас мне нужно сделать корм. Корм я буду делать из зерновых и бойлов, поэтому открываю такую вот вкусняшку и буду ее потихоньку делать и крушить. Так как сейчас еще холодная вода, заморозки по ночам, нужно делать так, чтобы рыба не наедалась сильно. Поэтому все старается измельчать. Даже если то, что вы будете использовать, кажется вам и так мелким. Потому что мне кажется, что конопля, и это вот то, что у меня здесь есть, оно все и так мелкое. Но я дополнительно это все дело помельчу. Друзья, очень вкусно пахнет, очень вкусно пахнет. Если бы я была бы карпом, особенно если бы я была крупным карпом, я бы обязательно приплыла. Bound to relapse. Конечно же, ребятки, неотъемлемый атрибут моих рыбалок – это удочка. Я везде пытаюсь поймать рыбу на удочку, не везде получается. Возьму опарыша белого, возьму опарыша красного. Раз. Давайте. Два. Давайте. Давайте. 3, 4 и 5. Проверяю на всякий случай фрикцион и жду поклевку. В нем, видали, как рыба выскочила? Ну, вы видели? Рыбы здесь, ребят, много. Есть, ребят. Есть, ребят.
Есть, хорошенький. Хорошенький, ребятки. Ого, ничего себе. Хорошенький. Давай, 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 давай. Хорошенький. Клюнул почти сразу. Ух ты, ё-моё, нифига себе. На парик. Вон какой красивый зеркальный. Так, возьму его без подсака, давайте. Без подсаки возьму его. Давайте. Опа, сюда. И я открываю счет. Опа. Счет 1-0 в мою пользу, наконец. Ну, как вы понимаете, на карповое удилище я жду более или менее крупную рыбу. А вот на поплавок я могу просто отвести душу. Сюда, в камыши, я закормила тем же самым кормом, которым кормлю сейчас на дальнюю дистанцию. Он даже ему не проколола губку. Давайте первого малыша отпустим и загадаем желание. Попросим привести бабушку с дедушкой. Давайте. Опа. Ой, другая. Давай. Плыви. Опа. Ну давай, дружище. Пошел, друг. Пошел. Даже не перенаживляюсь. И сразу же в то же самое место забрасываюсь. И вот сюда подвожу прямо к самому камышику. Есть, ребятки, есть. Ребятки, непонятно кто, карпик. Бляха-муха, повис он на этой, на траве. Оп. Вот такой вот. Но этот уже, видите, этот уже не зеркальный, это уже простой карпик. Опа, убрали отсюда, считайте, камыши лишние. Ну, такой. Видно, но свежий дозапуск, так сказать. Я так полагаю. Будет ли клевать на кукурузу? Ставлю раз. И ставлю два рядом. Клюет. Поклевочка, ребят, поклевочка. Сюда. Ну, веселушка. Весело, конечно, но хотелось бы, конечно, чтобы просто какая-нибудь была побольше. Оп, отпускаем. Я первого, получается, что большого поймал. То сейчас все меньше и меньше они. Ребят, ставлю с кукурузкой теперь опарыша. Сейчас посмотрим. Забрасываю в то же самое место. Это я вот там, где я закормила. Поклевочка. Давай. Давай, вон наклевывается. Сюда. Ух ты, этот как будто побольше. Опа. Так, этот как будто бы трохи побольше. Ой, я его забахнула. Ничего себе. Это ж сколько их здесь? Плавает. Что я... я его не забагрила. Это у него закрутилось. Смотри, Рамс. Это у него закрутилось, видишь? Это он такой... Так хотел убежать, что вокруг своего
плавничка. О, ребятки, открутил. Снова ставлю кукурузу. Рамс. Кукуруза. Да, ребят, надо ловить, значит, на буйлы попапы, потому что такой мелкий карп, он не даст клевать большому, если не поставить специальную какую-нибудь наживку для крупного. Ну. Клюет опять. На кукурузу, ребят, быстрее, веселее, чем на паршу, даже я могу сказать. Кукурузу, видите, глобус. Раньше я всегда думала, что только бондюэль работает. Нет. Вот так вот, ребятки. Вот так вот. Прикиньте. Вот так вот. Сейчас попробуем на другую наживку. Может, узлон какой-то идет, наверное, бляха-муха. Или это груз, или это тузло. Тузло идет. Она этот крупнее? Ну, этот хоть крупнее, хоть немножко. Да? Такого можно ложить уже в садочек. Или нет? О, ребятки, на кукурузу с попапчиком фиолетовым. Классика жанра. Но, правда, у меня никогда так не клевало, но я знаю, что у людей так клюет. Вот такой вот карпушка. У меня здесь стояла кукуруза и этот попапчик. Значит, попапчик мне сейчас нужно будет снять, потом я его верну, он подрезан неплохо, потом покажу в водичке, как будет лежать. Посмотрим с другой кукурузкой будет. Так, попапчик, кукурузка посерединке. Кукуруза глобус, она такая плотная очень, у нее текстура, поэтому мне кажется, она даже лучше на наживку на карпа, чем бондюэль. Слишком мягкая бондюэль. Бондюэль будет есть любая рыба. У меня здесь есть вот такая волшебная жижа. Ну, мне, наверное, правда, лучше в нем вымачивать, но я помочу. Будем думать, что я в это верю. Груз от Carp Today. Прикольный, кстати. Можно такой даже на закидушке использовать. На лима, а не на карпа. Его. Ну, я так цепляю, все. Я знаю, что может и неправильно, но а что поделать. Вот такая я вот. Забрасываю вместе с перчаткой, потому что берегу свои пальцы. Вот. Получается такая штука. Вот на красного опарыша, ребятки, не так реагирует, как на белого или на кукурузу. Активнее всего на кукурузу. Вот, на красного только сейчас начинает что-то. Так, ребятки, сейчас. Опа! Ну, как будто чуть-чуть укрупнилась, ребят, с красненьким опарышем. Но это мне, конечно, кажется, наверное. Ну, чуть-чуть, может, крупнее. Грамм на 400 на каких. О! Ну, малютка. Несъедобный размер. Продолжаем. Так, ребят, хочу перезабросить вот эту вот оснастку. Почему? Потому что была какая-то сработка. Надо посмотреть, что там. Ну, и если что, поправить, смотреть. Ну, не прям вау что-то, но, блин, не Нет, не особо крупнее, но все равно, ребят, все равно. Попытка была красивая. Ну, тузович. Но нужно доставать подсак, не дай бог клюнет крупная рыба. Мы идем с лохмачом. Мы идем с тобой забрасывать, да, в садочек, Рамс? Пошли забрасывать в садочек.
Пошли забросим с тобой в садочек. О, мусор заберем как раз отсюда. Опа. Да, Рыжий? Мусор. И мусор. Чтобы было все по красоте. И еще мусор. Все. Накинула клипсу, все. Дистанция нужная найдена. Это постоянно, чтобы ловить с одного и того же места. Ставишь что-нибудь другое, какой-нибудь боллик. Вот у меня есть вот такие боллики тонущие. У меня есть... Нет, эти мне не пойдут, а вот это. И вот такие вот боллики. Так. И вот так. Кукурузу надо убирать. Пошли-ка они в баню. О, нифига. Нифига. Что-то покрупнее. Не особо. Может, трошки. Может, разве что трошки покрупнее, чем то, что на удочку. Но все равно. Видите, кукурузу надо убирать. И сюда. Так. Хоп. Здесь у меня сработала сейчас другая. Здесь у меня... Ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну. Ага. Жадность. Опа. Сюда. На оранжевый клюнула. На оранжевый. С рамсом схожу, отнесу. Ну, пойдемте закинем вот таких вот двух. Вот эти два. Видите? Ну, малыши совсем, ребята. Надо крупного. Это совсем ни о чем. Это так, для спортивного, так сказать, интереса можно половить. Там снасти понастраивать, поразвлекаться. Но не для тех снастей, с которыми мы, конечно, приехали. Приятно, конечно, что клюет хоть что-то. Опа. И опа. Давайте вместо кукурузы попробуем поставить что-нибудь другое. Какой-нибудь боллик. Вот у меня есть вот такие боллики тонущие. У меня есть вот такие боллики тонущие. И у меня даже есть... Нет, эти мне не пойдут. А вот это. И вот такие вот боллики. И это уже называется снеговик. Ну, у меня не ровный, конечно, не такой красивый, как у всех карапетников. Но мы будем пробовать укрупнять нашу рыбу. Оп. Оп. И вот теперь такая наживка. This time again.
Ребят, я тут идеально сделала поводочек. У меня получается вот такая штукенция будет. Мне нужно сейчас вот эту штуку надеть на свой поводочек, чтобы сделать по красоте все, чтобы ничего не запуталось. Так. Так. Быстрая клипса, если не ошибаюсь. Поднимаю наверх. И сюда мне остается поставить груз. Возьмем какой-нибудь грузик. Посмотрю. О, первое, что попадается в руки. Carp Today. А, давайте вот... Не, ну давайте вот такой вот. Если что, через камыши прошел более-менее. Делаю смесь для стиков. О, можно вот эти даже пальцами просто разминаются. Так, оп, оп. Давайте перемешаю здесь. О. Вечереет, рыбка от берега отошла. На удочку уже клевать практически не хочет. Только что перезабросилась на карповики. И начинаю готовить ужин. Мне нужно, ребятки, немножко освободить угли, чтобы заложить в них картофанчик. Вот сюда. Так. Я тут выпендривалась, ставила, вымеряла, все дела. Поставила поп-ап, кукурузу, варенку. А берет вот это вот. О, вот это вот берет. Значит, здесь у меня полог, который я размещаю в бане. Я его накрыла плащ-палаткой и разместила все свои карповые причиндалы, чтобы мне было удобно. Когда пойду в баню, естественно, что его возьму. Здесь под низом размещаются у меня сегодня бойлы. Я их туда убрала, чтобы ничего на них не светило, они не портились. Здесь моя палатка. Как обычно, ничего необычного. 2 раскладушки, печка уже работает. Пол без теплого пола, просто гидроизоляционное дно, потому что и так будет тепло. Килнекс. Сзади за поляной стоит автомобиль. Сказали, что его можно не выгонять. И вот здесь вот идет дорога. Дорога уходит туда и идет вокруг всего водоема, но сейчас туда не проехать, потому что поднялся сильно уровень воды в этом озере. Вот. И ничего не поделаешь, приходится сидеть там, где есть. А так, как мне сказали, дорога есть и места есть вообще вдоль всего платного водоема. Здесь уже готовится картошечка. Сейчас сюда буду ложить свою курочку. Здесь стоит моих 3 карповых удилища. 2 на одинаковой практически дистанции, но в разные стороны забросаны. И 1 удилище на ближнем. Заправка у меня здесь специи, майонез и кетчуп. О, и жарится что-то один. Интересно, девки пляшут.
Ребятки. Ёпсель-матрёпсель. Ну, блин, выдает. Доста. Ё-моё. Ну, красава, красава. Опа. О, вот этого можно, ребят, садочек посадить, наверное. Или нет. Сейчас посмотрим. Видите, как удобно. Вот эти вот сумки-холодильники, у них твердая вставка вот здесь вот в крышках. Поэтому можно использовать их не только как сумки, но и как столики. Конечно, не сильно много чего ложить сверху, но поставить какой-то перекус точно можно. Опа. Джик. И оп. Красота, ребят. Я такая голодная, вы не представляете. Вы не представляете. Так. 2. Готова ли ты? Ты готова ли ты, картошечка? Посмотрим. Оп. Конечно, конечно, готова. О, какая красота. Ну и давайте попробуем, как я в этот раз замариновала. Вкусно. Но не знаю, что-то как будто не хватает перчика, может, какого-нибудь. Вообще. Покушаю и закормлюсь. У меня не засосет. Ого! 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 Не поняла. Чтобы что? Чтобы снять свой поплавок. Будем надеяться, что это реально. Офигеть, какой. О, поклевочка, поклевочка, ребят. Сюда. Ого! Ого! Трохи, ребят, побольше такой типа. Вроде хорошенький. Зеркалочка. Нормас. Опа, хорошенький. Неплохой. Этот чуть-чуть побольше. Но вижу сразу, что рыба с рыбхоза. О, такой вот. Ну, получше чуть-чуть, получше. Неплохо. Сегодня в течение всего дня клевала, но как только начало опускаться солнце, начало становиться прохладно. Сегодня будут ночью заморозки. Я не знаю, вообще будет что-нибудь клевать или нет. Вот. Сразу клев сошел у меня, по крайней мере, практически на нет. Но я и пыталась его свести на нет, потому что меня задолбало ловить этот узло, и я начала искать варианты для того, чтобы его отвадить от себя. Был один пик, ребята, и рыба, походу, уже сидит. Сидит один пик всего, слушайте. И не тянет, и не убегает. Ничего. А рыба-то есть. Самое что интересно. Куда ты? Сюда. Ой. О, ребятки, чуть-чуть. Чуть-чуть, наверное, укрупнилась. Чуть-чуть, разве что. Не сильно, но укрупнилась. Я приняла решение хоть что-то ловить. Понимаете? Мне кажется, что и большой карп может клюнуть на такую вот наживку. Понимаете? Клипсанула, ребят. Ну, рыба сидела, да? Ну, блин, вообще. 1-2 раза пикнула, и все. И никак себя не проявляет, понимаете? Сидит там, и все. Странно. Почему так? Кто знает, подскажите.
Ребят, ночью как-то очень холодно стало сейчас. Чувствуется, что идут какие-то заморозки. Ветер не прекратился. Сейчас вообще полнолуние. Вообще, конечно, не чувствуется, что сейчас весна. Причем уже остался 1 месяц до лета, вообще не чувствуется. Такое ощущение, как будто бы поздняя осень. Вот. Людей на водоеме много. Все стоят там друг на дружке. У кого-то там слышно, что что-то подклевывает с колокольчиками. Ну, я ожидаю в любом случае крупняк. Двадцать 23:43. Пока с вечера ни единой поклевочки на бойлы. Наверное, где-то через часик стоит завести будильник. Он у меня и так стоит каждый час, срабатывает на всякий случай, потому что печка внутри. И пойти перезабросить свои карповики. Сделала вот эти вот конфетки, стики, чтобы ничем не заниматься, ничего не делать. По наживке поставила бойлы с кукурузой. Самый действенный вариант, самый проверенный вариант, то, на что должно клевать. Если на это клевала мелочь, то на это должен клевать и крупняк. Вот. Если он, конечно, подойдет. Но самое интересное, что у меня сейчас под береговой линией вечером стояла удочка, уже в темноте, и ни одной поклевки. При этом карп туда-сюда ходит. Будьте осторожны. Очень много клещей. Вот, собаки постоянно снимаем. На себе тоже были. Мы попшикались. Его в этот раз не пшикаем. У него бровекта. Вот проверили здесь. Только в палатке сняли ползущих 4 клеща у собак. Ничего особенного, я просто проверяю, как что стоит. Мало ли, что-то плохо было принакрыто. Ставлю вот такие вот стейки. 2 часа ночи. Только 2 сработки на одно и то же удилище. Я не перебрасывала. Тяну уделку вот этого. Следующую, на которую были 2 сработки. Мне интересно, есть ли здесь рыба. Не знаю, сейчас увидим. Может, что-то трохи покрупнее, чем было до этого. Тузончик. Ого, ребят. Поэтому он не повел. Видите? Вон он не крупный идет. Ну, тузик вот такой вот. О. Можно на абордаж даже взять. На попап с кукурузой взял. Такой. Надеваю конфетку, поменяла, поставила такую комбинашку. Оп, все, забрасываюсь. Пустила, да? Пустила.
забыла, да, я, как это называется. О, ну не крупный, ребят, но все равно побольше, чем днем. На загорнятах такое было, сработало. Посмотрим, будет ли такой мелкий карп жрать такую наживку. Дадим ему. Рядом положим пыль с этим делом. То холодно, то жарко. Сейчас уже перезабросилась, поставила другой бойл, потому что не нужно 2 тузла за ночь. Не хочу на это ловить. Решила поменять. Связала новый крючок специально под тот бойл, на который собиралась ловить. И хочу перекусить. Вот посреди ночи. Сколько время? Наверное, 3 часа ночи, сейчас скажу. 3:26. Ну, у меня еще есть как минимум 1 час, 1,5 для того, чтобы поспать. Или поймать крупную рыбу. Слишком много мелочи. Слишком. Вот, ребят, на такую комбинацию взял чуть-чуть побольше. Но это уже съедобный размер. Вот такой. Оп. О. Вчера днем клюнуло на такое сочетание. И сейчас опять клюнуло на такое сочетание. И покрупнее. Оба раза. Поэтому я думаю, это, возможно, даже победный вариант. Надо попробовать поставить тогда и на другие то же самое. Ой, друзья, на улице очень холодно. Я могу вам сказать, что холодно, как осенью. О, руки отморозила. Хотела закормить. Не получилось, потому что сейчас пальцы надо отогреть. Потом закормила место на удочку. Ничего сейчас не клюет, очень холодно, даже карп перестал выплескиваться. Не слышу, чтобы соседи тоже кричали, радовались жизни. Обычно тут сразу они подают знаки, признаки того, что клюет. Не клюет пока не клюет. Думаю, должна прогреться водичка. Жарко, ребятки. Сейчас скажу, сколько у меня в баньке температура. Сверху показывает 90 градусов. Жарко. Но за этот выходной мне просто нужно отогреться, потому что я просто отморозилась. Ужасно просто. Это не весна, это непонятно что.
Ты охранник, да? Ты охранник? При 80 градусах долго не посидишь. Вот видите, даже топик поменяла, потому что там были сзади металлические такие штучки, вставки. И они настолько пекут, что прям аж прям по телу так очень неприятно. Ошпаривают, обжигают. Обжигающие шлейки. Поэтому я поменяла без шлеек, надела топ. Вот, и сейчас стою, остужаюсь. Потому что очень жарко, очень жарко. Это хорошо. Хорошо, когда жарко, плохо, когда холодно. О, ребятки, какой хорошенький клюнул на удочку. На одну кукурузинку. Хороший. Хорошенький, хорошенький. Опа. Хорошенький. Это мне нравится. Такого на удочку, конечно, огонь. Опа. Ух ты, 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 ух ты. Ух ты. Опа. Нифига себе пуля. Вы видели это? Вы это видели вообще? Что это было, ребят? Что это было? Друг, ты что? Ну что, пока большой карп бастует. Ха. Третий или какой? Четвертый платник. Мне кажется, что со мной что-то не так. Опа, ребятки. О. Малолепусик такой. Такая же малепаска. Сюда, сюда, сюда. Сюда, 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 сюда. Сюда, сюда, сюда. Хороший, давай, 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 давай. Куда ты пошел? Ёпсель-матрёпсель, что это такое? Ха-ха, смотри, какой Виталь. Опа. Хорошенький. О, ребятки, смотрите какой. Блин, ну зеркальные такие сильные, ребят. Интересуется кукурузой с красным опарышем. Красавчик вот такой вот, ребят.
пора собираться домой. Давайте покажу вам рыбу, которую я посчитала нужным положить в садок. Вообще основную массу рыбы я отпускала, потому что она была мелкого размера. Давайте посмотрим, что у меня тут. Клевала на все. Клевала на кукурузу, на опарыша, на пупапы, на бойлы, на все, что хочешь. Я пыталась избавиться от мелочи, но когда я поняла, что ее просто не выкормишь, мне стало жалко выкармливать ее дорогими бойлами, дорогой прикормкой. Я перестала это делать, смирилась, поставила какие-то там наживки, бойлы и все. И уже ждала смиренно поклевку, которой так и не произошло. Поклевки крупной рыбы не произошло. Самый максимальный вес карпа, думаю, 200 кило у меня. Вот такая вот рыбалка получилась. Людей здесь довольно-таки много. Все люди ловят. Вот здесь ловят. Вот здесь ловят и на удочки, и на язык. И по стоимости рыбалка на одного рыбака составляет 45 белорусских рублей. Вот, чтобы вы понимали, почти вот весь вот этот вот пакет, это то, что я собрала на берегу. Вот этот вот большой белый пакет, это то, что я собрала. И, кстати, там еще осталось. Ни одного туалета. Ходить пришлось где попало. Вот. Ну, рыба есть. В большинстве случаев все рыбаки приезжают за рыбой. Рыба есть. Рыба мелкая. Ее очень много. Ее очень много. Чтобы ее здесь все выловить и чтобы начала клевать крупная рыба, нужно хорошо постараться. Нормально запустили водоем. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Увидимся в следующих видосиках. Пока. Это простые рыбаки. Простые рыбаки. Вопросы будут, потом скажут, почему паркуете машины так. Смотрите, оказывается, есть мусорные урны, просто они расположены не на всех секторах. Вон видно, есть сектора обозначенные. И здесь трава кошеная.